Доброго здоровьячка, хунту и хунтубры. Мы из Украины. Кто бы что ни говорил, а у Пенса снова про машины и донаты, и про происходящее вокруг. Фоном отчитываюсь о комментариях под вашими донатами, о текучке по всем углам, и через пару минут посвящу фрагмент конкретно отчету о сделанном за неделю. На выходных не вышло, был занят пикапом и настройкой бесперебойки для студии, но не отчитаться совсем я не могу. Да и вся неделька выдалась на любой вкус. Тут те летающие куда попала ракеты любых форматов. Чуть не откинувший копытом у Лавров в Индонезии. Заседание G20, где дядюшка Си между отчитываниями Трюдо, как пацана нашкодившего, был вынужден попугаем повторять недопустимости не то что ядреной эскалации, а и даже риторики. Ох, представляю, какая порка ожидает ботоксную Карлу. Трюдо же отделался легким испугом. Надо заметить, что Лавров на G20 выступал вне программы, так сказать, андеркартом, на разогреве, что называется, и умотал аккурат с началом саммита, потому как фототься с горящей лошадью желающих не нашлось, это же не собачка. От обиды кремлины засадили по Украине всем, что было под рукой. Конечно, это не экспромт, подготовка такого массированного налета — дело не одного дня и даже недели, так что и вояж с ретированием Лаврова тоже один из пунктов плана. Что хотел пан Моль продемонстрировать миру, неясно, пока он не сильно изобретателен в своих проявлениях, только повышает ставки. А лошадка говорила о мире. Ну а о чем же еще должна говорить особь, представляющая страну, которая совершила открытое нападение на соседнюю страну и аннексировала часть ее территории, депортирует население, устраивает геноцид? Только о мире агрессору и остается говорить. Воистину, мир наизнанку. Так, давайте начнем с достижений из-за поребрикового болотного лепрозория. А достижений у них, надо признать, навалом. Ну, в смысле, навалено, как за тамошний избой. Чем навалено? Ха, а то вы не знаете. Экономика традиционно происходит под рубрикой «Теперь ты будешь меньше кушать». Как радостно рапортуют тамошние потешные экономисты-прогнозисты, российская экономика еще не прошла нижнюю точку спада. Это случится в первом квартале 2023 года. По их прогнозу, по итогам января-марта 2023 года снижение ВВП России может достигнуть кульминации, превысив 8%. А четвертый квартал типа прошли даже выше расчетного падения – 4% вместо ожидаемых 4,4%. А тем временем продажи новостроек в Москве за 10 месяцев уменьшились на 10,8% в сравнении с прошлым годом. Но вот октябрьские так просто рухнули на 40% в сравнении с сентябрем. Ощущаете мощу нарастающего звездеца? Из-за падения спроса на квартиры застройщики предлагают клиентам старые схемы. Покупка нового жилья в обмен на прежнее. Такой себе трейд-ин. Да и ставки на однокомнатные квартиры в Москве в среднем снизились на 18,2%. В других городах-миллионниках цены тоже падают, и к концу года цены могут снизиться еще на 5-7% из-за сокращения спроса и роста количества предложений. Продолжим тему недвижимости. Жители соседних с Украиной регионов России активно продают жилье. С начала года количество предложений выросло почти на 40%. Белгородская и Курская области лидируют по приросту 38%, а в среднем по России количество предложений на вторичке выросло на 16%. Автозавод «Москвич» выплыл из небытия и получил сертификаты для выпуска двух моделей – «Москвич-3» и «Москвич-3Е». Думаете, возрождение легенды? Ну, кому легенда, а кому ведро с болтами? А вот фиг, обе машины — это копии автомобилей китайского бренда «Джак». Под бодрое всхрюки об импортозамещении потихоньку все больше и больше секторов экономики России переходит под контроль Китая. Они сами, все сами. Вот уже на российские автозаводы активно набирают персонал, говорящий на китайском. Предприятия ищут переводчиков, снабженцев, специалистов по внешнеэкономическому сотрудничеству. На КАМАЗе количество вакансий с требованием знания китайского языка за год увеличилось на 60%. Примерно то же в Тольятти и Ульяновске. Они сами, все сами. Или я уже это говорил. Вот и эксперты Банка Финляндии заявили, что Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР. Если до начала активной фазы зависимость оценивали в 25%, то сейчас уже 40%, и это далеко не предел. Достижение же. Китай не будет завоевывать Россию. Она уже барышня лягли и просють. От такой хорошей изобильной жизни тамошний премьер Мишустин отменил потолок по найму трудовых мигрантов из Узбекистана для строительного сектора или АПК. И уже этой осенью российские компании стали на треть чаще приглашать на работу сотрудников в возрасте до 18 лет. Поясняется нехваткой кадров, которая обострилась на фоне мобилизации. Но чтобы было на что гулять,
Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей на фоне спроса в 1,2 триллиона. Внутри страны деньги не во что вкладывать. Перед тем было размещено облигаций на 178 миллиардов рублей, а до этого еще на 50. Вот дефицитный триллион и нарисовали. Еще один дефицитный из фонда нацблагосостояния тоже нарисовали. И дыру в бюджете закрыли нарисованным, как у папы Карла. Вот только кушать буратинки хотят не понарошку, нарисованным сыть не будешь. Эльвира Шапхизадовна впала в тоску и сплин и поведала, что будущее, как и никогда, туманно. Это тамошняя глава ЦБ, если шо. И это так. В октябре налоговые поступления, не связанные с добычей и экспортом нефти и газа, обвалились на 20% в годовом выражении, а поступления НДС, примерно треть бюджета, сократились на 8%. Налог на прибыль минус 26% к прошлому году. А шо ж такое случилось? Может, помочь чем? Реальный размер пенсии россиян сократился на 2,6%, а для поддержания текущего уровня жизни пенсам нужно переиндексировать подачку не ниже уровня инфляции, и вместо 4,8% нужно как минимум 12%, чтобы хотя бы оставаться на уровне текущей инфляции. Да и число работающих пенсионеров сократилось до минимума 2004 года, и это логично. Никто не хочет лишаться надбавок к пенсии, а для работающих пенсионеров надбавки отменили. Но самое интересное – это то, что рабочие места пенсионеров вряд ли будут заняты кем-то в ближайшее время, а это значит, что вакансий будет больше. Привет, безработица! От такой, несомненно, хорошей жизни эмиграция из России в Израиль выросла более чем на 400%. Я не знаю, откуда они там берут евреев. Те должны были уехать еще давно, если правду говорят, что евреи в большинстве своем умные. Похоже, это поехали уже не самые умные, и это примерно половина из всех репатриантов в Израиль за год. Эх, широка русская душа! А еще ширявее ея карман. Белоруссия получит от России 105 миллиардов рублей, а надо было бы дать в морду колхозкмюрру. Деньги, разумеется, будут освоены Белоруссию в рамках различных проектов по импортозамещению. Производство микроэлектроники, подшипников, легкого оборудования. Интересно, Лука хоть раз возвращал взятое взаймы? Попутно Бульбенхмюррер лезет во все щели дружить с Пекином и уже выклинчил к ранее взятым десятилетний кредит на $3 миллиарда по ставке 3%. Россияне настолько преисполнились зажиточности, что в сентябре перевели на иностранные банки рекордные $6,7 миллиардов. Не рублей. А с начала года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив $63 миллиарда. В чем сила, брат? Удивленно задавались вопросом россияне и сами же отвечали убежденно: «У бабли». У кого оно есть, остальным остается только газета «Правда». Тем более нужно спешить, ведь в декабре там перестанет работать платежный сервис Payoneer. Но это не повод унывать и отчаиваться, как Эльвира Шапхизадовна. Ведь мировое признание России непрерывно увеличивается и вширь, и вглубь. Вот уже и в питерских магазинах в продаже заметили Кока-Кола из Афганистана объемом 300 мл вместо привычных нам 330, а Фанта, Спрайт и Пепси из Ирана. Как насчет аналоговнутных достижений? Уже газировку по жестянкам разливать не выходит самостоятельно. А чё так? Ведь трясли национализацией так, что аж перхоть сыпалась с песком пополам. А это прекрасное. Якутскому проекту «Цифровой оленевод», который был представлен на Восточном экономическом форуме, не удалось продать ни одного NFT-оленя. Их стоимость колеблется от 0,65 до 1,93 ИТН, от $800 до 2400, соответственно. Проект должен был популяризировать культуру эвенов и других коренных народов Севера через самые современные способы коммуникации – блокчейн, социальные сети и виртуальную реальность. Считайте меня дикарем, но чё-то ржу. Фоном для этого всего служит хор масс пропагандонов, которые в разнобой, страшно же, исполняют песню «Тяжелые годы приходят» из собачьего сердца. И периодически падает в припадке бешенства и с пеной на устах восклицая: «Да, Коля, разворовали! Да, Коля, оборвал! Как не производим расстрелять всех! Аф!» Интересно будет посмотреть на разворот российской пропаганды от «Киев за 3 дня» до «Уйти из Украины, заплатить репарации» было единственным верным решением, которое под силу только настоящему национальному лидеру, иначе война бы перекинулась на территорию России. Ну и куда ж без нее? Мобилизация.
Успехи ВСВО у них таковы, что Патрушев приказал готовить ПВО к обороне Центральной России. Это его так турки уговорили. Тем временем с начала СВО в России в несколько раз вырос спрос на частные бункеры, способные защитить от артиллерийских снарядов, минометных обстрелов или ударной волны. Вот, а вы говорите, и я тоже, что они необучаемые. А еще как... Главное знать, чем их учить. Вот Путин знает как, потому что после 21 сентября спрос в одной из немногих контор на такие бункеры увеличился на 430%. И чтобы прекратить бардак и панику, нет, они решили не лучше готовить и обеспечивать свой боевой сброд. Они решили просто полностью запретить военнослужащим на территории проведения СВО пользование телефонами, даже для совершения звонков родным. А что случилось? Не хотят, чтобы делились успехами на фронте и великолепными условиями содержания? Вот уж близкие призывников из Воронежской области вовсе решили взять инициативу в свои руки. Около 20 отважных жен и матерей выехали на линию фронта в сторону Старобельской Луганской области, чтобы самостоятельно вывести бойцов с передовой. Удачи! Помашем им платочком на дорожку. А еще пишут, что плохие новости для тех, кто пытается выехать из страны. Теперь повестки вручают прямо на границе. Вот ты такой же занес ногу на заветную заграницу, а тут тебе опаньки. Пожалуйте в тур по степям Херсонщины. Чем ты не селитра? А это просто прекрасно. На РФ создают первую ЧВК при РПЦ. Андреевский крест. Блин, когда прочитал первую новость, думал фейк. Или ИА Панорама снова вещует. Но нет. Вторая и третья новости в других источниках не оставили сомнений. Православный джихад. Все молодые религии проходят через это. Христианство переболело крестовыми походами. Ислам перманентно болеет радикализмом и джихадом. И раз речь зашла об РПЦ, то давайте и о ней поговорим. Недавно гражданин со складным крестиком, который обожает яхты и мерседесы, отметился заявлением на определенную роль в государственной иерархии. «Патриарх должен сидеть рядом с царем». И у меня есть для него хорошие новости. Обязательно будет сидеть рядом. Даже будут сидеть вместе. На скамье в Гааге разорвать невозможно будет. Еще из красивого. История церкви и государства настолько тесно переплетены, что разорвать невозможно. Дословная цитата. А еще глава так называемой церкви сильно обиделся, что его решено не пускать на территорию Евросоюза. Вот прям так вместе с яхтами и мерседесами, к падшим женщинам и мужчинам. Пожалуй, женщины тут лишние. Но заметьте, что беспокоится он о том, где будет плавать его яхта, а не о том, как бы ему не закрыли въезд в Царствие Небесное. Это все, что нам нужно знать об РПЦ. Думаю, мы уже достаточно знаем про это заведение. Если и имеющее какое-то отношение к вере, то это вера в бабло, понты и бородатых красавцев. По Украине СБУ вдруг начала пачками ловить служащих этой вражеской корпорации, которых брали с поличным на антигосударственной деятельности и пропаганде врага. Сколько еще нам терпеть присутствие этих, мягко говоря, агентов влияния, которые прикрываются толпой юродивых? Вопрос, к сожалению, риторический. Потому что наш бицепсный качок никак не может пойти на полную реализацию предвыборного лозунга ненавистного барыги, который его комарилья презрительно переврала как армавир, потому что на армию Вове пришлось, закусив жало, молиться в марте. Мову ему таки пришлось освоить для ежевечерних гундосиков, и даже русско-челюстная Люся все чаще сыпет украинскими словами вместо родных березок и осин. Осталось только виру еще повторить, объявив российскую идеологически подрывную корпорацию вне закона. Кто хочет и дальше служить Богу, для тех есть ПЦУ, для остальных — дальняя дорога и казенный дом. Но чтобы на России уж совсем с правами человека стало все хорошо, с 1 декабря упрощается получение статуса иноагента, а чтоб он убегнуть не мог, то сразу же будут публиковаться и его ФИО, и дата рождения, ИНН, данные паспорта и сведения об адресе места жительства. А еще за этот год необычайно выросло число дипслужащих в России, внутри России, потому как только за этот год и только из ЕС было выдворено в зашей, включая в шей, около 600 обладателей куриного паспорта. Деятельность 400 была признана шпиль-левили или не отвечающей ранее задекларированной, то есть это были из породы Петробашаровых. На этом, пожалуй, оставим этот жабогодюкинг на неделю сплетаться, как им за благо рассудится. Как и обещал, рассказываю пару слов о происходящем у нас с волонтеркой. Фонд Лео и Андрей Еремчук на этой неделе отдали отменный грузовик нашим хлопцам. Нет, участия канала в этом событии прямого нет, разве только немного помогли советам, но не похвастаться не могу. Красиво.
Мы же собрали большую часть денег на пикап, выбрали машину и готовы ее оприходовать. Если ничто не оборвется, тьху-тьху-тьху 333 раза, к концу недели надеюсь уже показать фотки Коника в Киеве. Теперь нам надо еще немного подсобрать донатов на ремонт этого эвакуатора. Тут я полностью полагаюсь на вас. А поскольку точной суммы я пока не знаю, то, как это заведено, сделаем так. Весь остаток от присланной суммы мы отдадим деду. Дед точно знает цену каждому донату. И отдельно благодарю вас за донаты конкретно Пенсу на этой неделе. Душу согрели, теперь она радуется. И еще мелкий нюанс, в копилку просто. Когда переводите донаты через систему WavePay, имейте в виду, что один платеж не должен быть больше 149 999 гривен, иначе он не пройдет и будет бить ошибку. Я пару часов времени со Светом потратил, выясняя это. Но выяснил и переправил собранные донаты на пикап. Где-то здесь должны быть скрины об этом событии. Теперь давайте порадуемся многобуквию о нашем дурдоме и первому снегу. Если и их дурдом голосует за Путина, то наш тоже, в общем, голосует. И, боюсь, проголосует не лучшим образом. А снег, он хороший, будет урожай. Наверное, самым важным событием недели в этой части был залет ракеты на польскую территорию. Наша бицуха из АП тут же заявила, что, мол, быть такого не может, чтобы это наша ракета была. Это все исключительно враги, давайте им набьем морду. Ну, чисто киса Воробьянинов. На что получил вполне достойный ответ в стиле Остапа Ибрагимовича. «А откуда в вас эти мелкоуголовные привычки?» В общем, вышло, что Вова обвинил во лжи деда Джо и Дуду, что явно нехорошо. Наша дитятка явно необучаемая, раз в который раз, заигравшись собственным гонором, накосорезила в отношениях с американцами. Уже Трампа подставил и Байдена. Может, ему куда привязать проводки и замыкать контакты, когда он начинает лишнего языком делать? Ну или кленки запирать для обоюдной пользы. Русские же, как и положено мелкой шпане в отделении милиции, начали истошно вопить. «А что такое? А что сразу мы? Это не мы, где ваши доказательства?» Доброедко злорадствует, мол, Польша получила свою Белгородскую область, ну что с убогой взять? Эрдогаша вон тоже кинулся, роняя тапки, всем доказывать, что если Россия сказала, что это не они, то это значит, что точно не они. Ох уж этот флюгер византийской политики. А между прочим, предложение поставить Польшу в очередь на денацификацию в Госдуме прозвучало еще 5 мая. Это так, к слову. Хотя тут вопрос политической целесообразности. Никто так и не снял и не снимает. Всем будет лучше, чтобы это были украинские ракеты. Да и в останках уже признают ракету от С-300, которые могут совсем недалеко. Разумеется, лучше всем, кроме нас. НАТО может и дальше высказывать 50 оттенков глубокой озабоченности. Польша получит со Штатов дополнительное ПВО, а мы? Мы же запомним, что сначала была информация от польского МИДа о Х-101, и что было 2 ракеты. А теперь все говорят только об одной. И запомним, что пуски были не только с акватории Каспия, откуда ракеты не могли прилететь согласно утверждению Вашингтона, но и из акватории Черного моря. А еще мы не забыли, как Кузьмук взял на себя, на нас, ответственность за сбитый борт с израильтянами у Крыма. Мы тогда крепко подпортили и так не блиставшие до того отношения с Израилем. Конечно, мы понимаем, что администрации демократов на шпагате все тяжелее сидеть и все такое, но в таком свете событий желание истину узнать все больше и больше, даже несмотря на возложение нашими союзниками вины на Россию за данный инцидент. И вот еще какой скриншот не дает мне покоя. Это вероятность, что оператор, программируя полет ракеты, тупо смешал координаты Львова и Киева. Ракета аккурат угодила в эту точку, что как бы подтверждает версию, что удар таки наносился по территории Польши, пусть и в результате технической ошибки. В общем, это хороший кейс, чтобы более трезво оценить, до какой степени мы хотим в НАТО, а до какой в Интермариум. Что еще было? Глава ЦРУ Уильям Бернс сначала в Анкаре провел переговоры с Нарышкиным, чем немало всполошил наш курятник, где официально пояснил своему визави, а куда именно тому будет бобо в широком смысле и в какой последовательности в узком, надумая ботоксно и протянуть лапку к пресловутой красной кнопке, а потом примотал в Киев, чтобы успокоить нашего дрожайшего бубочку. Вот судя по тому, что то Нарышкина в Анкаре пугают, то дядюшку Си, как попугая, заставляют повторять в который раз вслух о недопустимости даже риторики о применении Яо, вопрос применения явно все еще остается актуальным. Да и похоже, что вес слова дядюшки Си не так велик, как ожидалось. И, конечно же, нельзя обойти стороной судьбу енота Херсонского из зоопарка. Началось все с того, что некая Анна Долгарева, говорят, такая тамошняя журналистка,
в качестве хороших новостей из Херсона сообщила, что ее какой-то там знакомый немножко, дословно, покрал енота из херсонского зоопарка. Юра Жгудыменко их за братуху на молекулы распустит, потому что по одной из версий Юра сурикат, а енот сурикату друг, брат и товарищ, а по другой саперы — это те еще еноты. Хотя у нас еноты и мотопехи, и десантура, и аж до ТРО. Потому что если енот сказал, что не брал, то фиг отдаст. Хотя в реальности чувак героически из Крыма поехал в оставляемый российскими войсками Херсон, чтобы забрать животных из зоопарка, так как был расчет на то, что мы будем брать город по-русски, то есть так, как они брали Мариуполь, равняясь с землей артиллерии и авиацией все здания. По себе судят убогие. Что с них взять? Ну, вообще красиво. 9-й месяц после начала вторжения, угроза мировой ядреной, но мы дружно переживаем за судьбу енота. Лепим массы, стебем вражин. Уже создана петиция, где предлагают обменять енота на памятник Екатерине Цвай. Из красивого. На границе с Белоруссией мы строим стену, наподобие тех, что сейчас строят поляки с балтами. Ров, насыпь, железобетонная стена с колючей проволокой. На Волыни оборудовано аж 3 километра. Разумеется, под чутким руководством Кирилла Тимошенко. Он же у нас по всем строительствам, и большим, и малым. Обещают, что такое же будет и в Ровенской области, и в Житомирской. Но не будем омрачаться вопросом цены километра этого счастья, наличия документации, тендеров и прочей бухгалтерской лабуды. Пусть хорошие ребята заработают по-тихому. Нечего заглядывать в чужой карман. Не на часии. А помните, как мы все дружно хейтили Антошу Геращенко за то, что эта человечина публиковала фото и видео с мест прилетов? Так вот, мы его отучили. Почти. Рожа его все равно должна мелькать. А знаете, зачем мы это сделали? Чтобы теперь Вовочка мог это публиковать и собирать лайкосики и эмодзи. Теперь у нас куда ни глянь везде Вовочка. На телемарафоне зализывают Вовочку, в ютубчике облизывается Вовочка. Все новости только о Вовочке, как я и предупреждал пару месяцев назад. Дорогой простый Нарит ТМ. Не кажется ли тебе, что кто-то отрастил самомнение, уже не помещающееся в доме с потворами, что напротив дома с химерами? Я понимаю, тебя это не беспокоит. Твой разум и так не был сильно обеспокоен, а теперь под гундосое похрипывание одного и гипнотический шепот другого ты мирно почиваешь в нирване. Но завтра может быть очень неприятно. Ау! Злые республиканцы требуют отчета по использованию выделенных средств на защиту Украины и впредь обещают этот вопрос держать под пристальным контролем. НАБУ роет землю вокруг Ермака, во многом по инициативе главы САП, назначение которого все же смогли продавить американцы же. Как бы Баннефтик не сопротивлялся, или им сопротивлялись из АП. На кону вопрос бюджетов восстановления Украины, и тут есть два подхода. Все делается под контролем доноров, и дайте денег и не мешайте. Где подход западных доноров и где АП, несложно догадаться. Разумеется, республиканцы не преминут ткнуть носом демократическую администрацию, если выяснится, что хоть доллар пошел не туда. Потому из-за океана вежливо намекают, чтобы Ермак и ко поумерили аппетиты, и лучше бы совсем. А без Ермака под боком Вовочки, если и быть президентом, то совершенно другим. Не, ляпать языком он будет все так же, без связи с мозгами, и сначала будет протискиваться в дверной проем его распухшее эго, а затем и он сам. Но делаться все это будет уже несколько иначе. А вот еще из красивого. Надеюсь, все слышали, как наша АПА лишила аккредитации съемочной группы журналистов Sky News и CNN, на минуточку не последних мировых СМИ, при том, что ты их еще попробуй затащи к нам на войну, да чтоб потом мы попали в прайм-тайм. А вы посмотрите рейтинги их репортажей из Херсона и рейтинги просмотров нашей Бубочки из Херсона. Сравните. Просто Бубочка хотел, чтобы мировые СМИ показали «Я на фоне Херсона», а вышло «ЗСУ вошло в Херсон». Обидно, ты понимаешь? Ну, не буду вам рассказывать, как мы выглядим. Байдена и Дуду ж помним, и эти все факапы в одну неделю уложить. Тут не просто талант нужен, тут помощники нужны. И продолжился процесс «возьму попользоваться, потом отдам». Благословенный Печерский суд арестовал контрольные пакеты акций предприятий критической энергетической инфраструктуры, которая, вот удивительное дело, контролируется гражданами РФ. Речь идет о Херсон-Облэнерго, Кировоград-Облэнерго, Житомир-Облэнерго, Ровно-Облэнерго и Черновцы-Облэнерго. Теперь, после того, как в Херсоне инфраструктура уничтожена, а в остальных областях изрядно потрепана налетами, будем восстанавливать, а потом платить неустойки в европейских судах?
Или Вова все же подписал закон о конфискации активов, принадлежащих врагу? Вроде в мае он подмахнул спецконфискацию только для поддержавших агрессию. Вот уже и напсовет Укрнафты свежеконфискованной собрали. Сплошь кореша Ермака. Куда ни плюнь. Или друзья кумья Бубочки, или кореша Ермака. Да-да-да, знаю, это другое, это на часе. Какие такие предвыборные обещания? Да, я злой и записываю. Ну и в заключение. Не притулой единым. Наш ГУР, да восславится Буданов во веки веков, и его промо-оракул Арестович заявил о совместном проекте с фондом «Повернись живым». В рамках проекта ценой в 40 миллионов гривен было приобретено очень ценное секретное оборудование. Поскольку все очень секретно, то нам продемонстрировали черный ящик, и проект назвали, да-да, Black Box. И тут мне хочется заорать, а что так можно было? Теперь хотят в эту черную коробочку положить еще 230 миллионов. Очень жаль, что я забыл зафиксировать, кто из спикеров тутошних доказывал полезность спутника Притулы. Но сейчас спутник выглядит тоже как Black Box. Вроде бы он есть, но польза от него несколько непонятная. Есть код Шрёдингера, теперь у нас есть Black Box Шрёдингера. А кроме того, еще где-то летает спутник Шрёдингера. Или даже целых два. Один Притулы, другой Зеленского. Если желаете еще про внешние новости выяснить, загляните к Лебедеву на страничку. Читните на сон грядущий, бо ролик и так уже все пределы снова перекрыл. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.